Блокирование членства Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества стало одной из наиболее обсуждаемых тем последних дней, поскольку оно наглядно продемонстрировало изменение баланса сил вокруг Баку и ограниченность его внешнеполитических маневров. Как отмечает агентство АПА со ссылкой на дипломатические источники, инициаторами выступили не только Индия, но и Россия, которая активно участвовала в консультациях и фактически согласовала с Нью-Дели тактику действий. При этом Москва предпочла не выдвигаться на первый план, позволив Индии озвучить официальную позицию, что, по мнению экспертов, было сделано для сохранения пространства для маневра в отношениях с Китаем. Пекин же открыто поддерживал расширение организации и позитивно относился к возможному членству Азербайджана. Подобная расстановка сил свидетельствует о том, что Москва остается главным арбитром региональной политики и способна ограничивать внешнеполитическую активность Баку, даже не прибегая к прямым заявлениям. Индийская сторона в лице официального представителя МИД Рандхира Джайсвала заявила, что решение о вступлении Азербайджана и Армении в ШОС в этом году не принято из-за нехватки времени. Однако многие наблюдатели указывают на то, что подобное объяснение выглядит формальным и прикрывает более глубокие противоречия. С учетом напряженности в отношениях между Москвой и Баку, а также интересов Индии, которая традиционно поддерживает тесные связи с Арменией, отказ от рассмотрения азербайджанской заявки вряд ли можно считать случайным или техническим решением. В дипломатических кругах звучит мнение, что Москва и Нью-Дели сознательно затянули процесс, чтобы продемонстрировать Баку пределы его возможностей и влияние внешнеполитической линии, все более ориентированной на Турцию и Запад. Негативный фон для азербайджанской дипломатии формируется не только на международной арене, но и во двусторонних отношениях с Россией. Баку открыто заявляет, что ключевым источником напряжения остаются последствия катастрофы самолета «Азал» в декабре 2024 года. В Азербайджане убеждены, что реакция Москвы на трагедию была недружественной, а страховые выплаты, осуществляемые российской компанией, не могут быть приравнены к компенсации, которую Баку требует от российского правительства. Пресс-служба МИД Азербайджана подчеркивает, что компенсация должна носить политический и государственный характер, а не ограничиваться исполнением договорных обязательств частной структуры. В дополнение к этому в Баку заявляют о случаях преследования азербайджанцев в России, указывая на этническую дискриминацию и насилие, что еще больше осложняет атмосферу в двустороннем диалоге. Москва, напротив, утверждает, что все выплаты осуществляются в полном объеме и что обвинения Баку в адрес российских официальных лиц безосновательны. Более того, российская сторона указывает на то, что ухудшение отношений связано и с арестами граждан Российской Федерации в Азербайджане, которые произошли летом 2025 года. Москва настаивает на их освобождении, считая этот шаг необходимым для нормализации отношений, что в Баку воспринимается как политическое давление и попытка увязать несвязанные между собой вопросы. Ситуация осложняется и в энергетической сфере. Введение Европейским Союзом 18-го пакета санкций в июле 2025 года напрямую затронуло нефтеперерабатывающий завод «Стар» в Турции, принадлежащий азербайджанской компании «Сокар». Брюссель объявил, что предприятие перерабатывало российскую нефть, которая затем поступала на европейский рынок, обходя санкционные ограничения. По данным расследований Global Witness и OCCRP, в 2024 году до 90% сырья «Стар» поступало из России, а целый ряд судов с символичными названиями попал в санкционные списки. Таким образом, Азербайджан оказался под подозрением в содействии обходу ограничений против Москвы. В ЕС подчеркивают, что будут жестко контролировать соблюдение санкций, что может серьезно ударить по интересам «Сокар» и, соответственно, по экономическим возможностям Баку. На региональном уровне Азербайджан пытается демонстрировать готовность к диалогу с Арменией. В начале сентября состоялись взаимные визиты делегаций под руководством вице-премьеров двух стран, на которых обсуждались вопросы делимитации границы, разминирования и восстановления инфраструктуры. Однако параллельно в Баку продолжают звучать заявления о так называемом «Западном Азербайджане», концепции, которая фактически подразумевает территориальные претензии к Армении. Представители властей, в том числе депутаты парламента, называют эту идею всенародной,
а президента Ильхама Алиева – ее инициатором. Несмотря на то, что ранее появлялась информация о возможном сворачивании этого проекта, официальные лица поспешили опровергнуть эти сведения, подчеркнув, что работа в данном направлении не только не прекращена, но и усиливается. Для Еревана подобная риторика является прямой угрозой и подтверждением экспансионистских планов Баку, что препятствует выстраиванию доверительных отношений даже на уровне рабочих комиссий. Все эти факторы в совокупности показывают, что Азербайджан оказался в сложном положении. С одной стороны, он рассчитывал использовать площадку ШОС для укрепления сотрудничества с Китаем и выхода на новый уровень международной легитимности. С другой стороны, блокировка со стороны России и Индии фактически перечеркнула эти планы и показала пределы азербайджанского влияния. Ситуацию усугубляет то, что в отношениях с Западом Баку сталкивается с жесткой критикой и санкционными ограничениями, а в регионе его риторика вызывает настороженность у соседей. Исторически Азербайджан пытался балансировать между Москвой, Анкарой, Брюсселем и Пекином, извлекая выгоду из своей геополитической позиции. Однако в условиях нынешней конфигурации этот баланс становится все менее устойчивым. Россия ясно демонстрирует, что готова ограничивать возможности Баку и использовать имеющиеся рычаги давления. Турция остается главным стратегическим партнером Азербайджана, но ее влияние ограничено рамками регионального альянса и не может полностью компенсировать негативный эффект от охлаждения отношений с Москвой. Китай, хотя и заинтересован в расширении ШОС, вряд ли готов идти на открытое противостояние с Россией ради Баку. А ЕС, напротив, усиливает контроль и санкции, что снижает пространство для энергетического маневра. Таким образом, Азербайджан сталкивается с риском постепенной изоляции. Его попытки представить себя жертвой давления не находят широкого понимания, поскольку в международных кругах сохраняется память о недавних действиях Баку в Карабахе и региональной политике, которые многие воспринимают как агрессивные. В ближайшие годы Баку придется искать новые форматы сотрудничества и адаптироваться к изменившейся геополитической реальности. Однако без пересмотра собственной линии, основанной на жесткой риторике и завышенных ожиданиях, добиться устойчивого укрепления позиций на мировой арене будет крайне сложно. Именно в этом контексте все чаще звучат оценки, что Москва может прибегнуть к еще более жестким методам давления. Сегодня Россия ограничивается дипломатическими и экономическими инструментами, но при дальнейшем ухудшении отношений в экспертной среде не исключают и сценариев силового характера. Прямое военное вмешательство остается маловероятным, однако сам факт того, что подобные варианты обсуждаются, демонстрирует глубину кризиса и уязвимость Азербайджана перед российским влиянием. Для Баку это серьезный сигнал о том, что его стратегия балансирования между различными центрами силы подходит к пределу, а будущее отношений с Москвой во многом зависит от того, насколько Азербайджан готов скорректировать свою внешнеполитическую линию. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.